Когда будет уничтожен Крымский мост? К какому наступлению готовится Румыния и кому теперь будут приходить повестки в Украине? Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Израиль признает свою ошибку во время последнего обстрела. Цахал и я, как командующий, несем ответственность за то, что произошло, и мы сделаем все, чтобы подобные инциденты не повторились в будущем. Масштабные беспорядки в Турции. Эрдоган не хочет признавать проигрыш. Снижение возраста призыва в Украине может помочь силам обороны, но есть условия. Предоставляемые Западом материальные средства остаются важнейшим решающим фактором для способности украинской армии восстанавливать и наращивать свою боевую мощь. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии, не забывайте подписываться на канал. Это очень важно и совсем не сложно. Поехали. Крымский мост вот-вот уничтожат. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины говорит, что мост будет атакован в первой половине 2024 года. И об этом пишет The Guardian. Его уничтожение неизбежно, говорят в разведке. И это будет третья атака на мост. Напомним, глава украинской разведки говорит о том, что все необходимое для этой атаки уже есть в распоряжении сил обороны Украины. Снижение призывного возраста поможет силам обороны Украины восстановить потери, но ключевым станет таки оружие и поддержка Запада. Об этом пишут аналитики Института изучения войны. Предоставляемые Западом материальные средства остаются важнейшим решающим фактором для способности украинской армии восстанавливать и наращивать свою боевую мощь. Напомню, президент Украины подписал законопроект о снижении предельного возраста пребывания на военном учете. И теперь повестки можно будет раздавать и 25-летним тоже, потому что, исходя из текста, закон вступает в силу именно 3 апреля. Стрельба в финской школе. Полиция задержала 12-летнего подозреваемого. Произошло все в школе Виртола в пригороде Хельсинки. Один ребенок погиб, 2 получили ранения. Мои мысли жертвами этого акта насилия 12-летними детьми и их близкими. То, что должно было быть обычным школьным днем, превратилось в нечто совершенно иное. Это большая трагедия. Один 12-летний ребенок больше никогда не вернется домой из школы. Безусловно, это также признак того, что в нашем обществе есть проблемы. Полиция расследует преднамеренные убийства и 2 покушения, а в правительстве реагируют по-разному на это событие. Очевидно, что слишком много молодых людей, даже каждый третий, в какой-то момент своей жизни испытывают трудности с ментальным здоровьем. Мы должны уметь вмешиваться в эти проблемы раньше. Мы постоянно работаем над этим. Но если говорить об этом инциденте, то мы очень тщательно проанализируем его и сделаем необходимые выводы позже. Последние подобные события происходили в Финляндии в 2007-м. Тогда 18-летний парень убил 9 человек. И в 2008-м тогда 22-летний нападавший убил 10 человек в колледже. Гаванский синдром и акустические атаки на американских дипломатов. Журналисты-расследователи связывают их с российскими спецслужбами, а именно с ГРУ, Главным разведывательным управлением. Загадочная болезнь, на которую сначала жаловались дипломаты, работавшие на Кубе, а потом и в других местах в мире, к слову, поразительно совпадающая с командировками российских разведчиков, как говорят журналисты-инсайдеры программы «60 минут» канала CBS. Журналисты также говорят, что как минимум в нескольких случаях российские грушники точно были рядом с американскими дипломатами во время атаки. Если бы они сейчас признали прямо сразу все произошедшее, это, во-первых, тем людям, которые получили эти травмы на работе, пришлось бы платить компенсацию, прочие вещи. Ну, то есть это такая большая история. Плюс надо понимать, какие ответы в этом смысле должны были бы быть со стороны США в отношении России. Должны быть очень твердые доказательства. Дело в том, что должны быть очень твердые доказательства нападения России на дипломатов США, потому что, как вы понимаете, это непростая история, когда страна нападает на твоих дипломатов. А в нашей истории, которую мы вчера описали, мы не описываем, как выглядит оружие. Сотрудники специальной части ГРУ, которая занимается диверсиями за рубежом
и уже были пойманы неоднократно на том, что пытались убить людей за рубежом, начиная от оружейника Гребова, который пытался поставлять оружие в Украину до войны, заканчивая известной историей в Солсбери. Вот эти вот люди из этой воинской части оказывались примерно в тех местах и в то же время, когда у американских дипломатов или официальных лиц происходили такие проблемы со здоровьем. Румыния готовится к войне, как к оборонительной, так и к наступательной. Об этом свидетельствует проект закона о национальной обороне, который был вынесен на обсуждение. Действующий закон был принят еще до вступления страны в НАТО и требует обновления. Так в правительстве аргументируют создание нового закона. В новом документе предусмотрена возможность милитаризации сил МВД и возможность военного вмешательства за пределами национальной территории для защиты румынских граждан, оказавшихся в опасности. Но, конечно же, не все так просто с применением армии страны, входящей в НАТО. Новый инструмент, предоставляемый в распоряжении президента Румынии, появляется в контексте, в котором Республика Молдова подвергается гибридной угрозе со стороны РФ. Официальная статистика гласит, что более 600 тысяч молдаван имеют и румынское гражданство. Серия сильнейших землетрясений на Тайване с магнитудой 7,4 балла стала самым мощным за 25 лет. Об этом сообщает местное Центральное метеорологическое управление. Землетрясение повредило главную магистраль страны, которая идет вдоль восточного побережья. Еще несколько магистралей заблокировано. Известно о 9 пострадавших. Глава израильского генштаба назвал ошибкой удар по гуманитарной миссии. Заложники, которые пережили 70 дней ада, были убиты огнем, который открыли наши войска. Мы выражаем глубокие соболезнования семьям погибших. Цахал и я, как командующий, несем ответственность за то, что произошло, и мы сделаем все, чтобы подобные инциденты не повторились в будущем. Иран уже пообещал отомстить Израилю за нанесенный удар по югу Дамаска, в результате которого пострадали представители Тегерана. Весь мир знает, что сионистский режим не придерживается ни одного из человеческих принципов, основных прав, международных пактов и договоров. Пусть всемогущий Бог даст бойцам Божьего пути возможность наказать сионистский режим за это преступление и многие другие преступления, совершенные сионистским режимом. И мы надеемся наказать виновных в этом преступлении и их сторонников. И, конечно, на это все уже отреагировали в Пентагоне. Говорят, что, это точно не они. По частным каналам мы ясно дали понять Ирану, что мы не несем ответственности за удар, который был нанесен по Дамаску. Я повторю, что США не причастны к этому удару, и мы не знали о нем заранее. Поэтому я просто оставлю все как есть. Все это происходит на фоне, должно быть, самых крупных за последнее время протестов в Тель-Авиве и по всей стране. Протестующие требуют проведения выборов у Кнессета. Вот уже 6 месяцев мы ведем войну и проигрываем ее. Я думаю, что единственный способ выиграть войну – это провести выборы, дать народу возможность снова выбирать, вернуть заложников домой, вернуть солдат домой. И именно поэтому я здесь. К слову о протестах, сразу в нескольких странах проходят митинги по разным поводам и с разной силой. Правящая партия Грузии снова поставит на голосование закон об иноагентах, который вызвал бурную реакцию населения, протесты и митинги под зданием парламента. Масштабные беспорядки прокатились по Турции. Акции начались после решения избирательной комиссии провинции Ван об отстранении от муниципальных выборов прокурдского кандидата. И в результате мандат получает представитель партии Эрдогана, которая не так уж и хорошо проявила себя на этих выборах. И группа недовольных польских фермеров осталась ночевать в здании Министерства сельского хозяйства Польши после, по их мнению, неудачного разговора с главой ведомства. Теперь они ждут там премьер-министра.
Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Жду ваших комментариев, лайков и репостов. Это важно для того, чтобы нас становилось больше, чтобы YouTube показывал это видео большему количеству людей. Ну и не забывайте подписываться на наши каналы, это тоже очень важно. Но у меня на этом все. До встречи и хороших вам новостей.